Добрый день, друзья! Сегодня готовим простое сахарное печенье. В миску вбиваем 3 яйца, добавляем щепотку соли и всыпаем 250 грамм сахара. Взбиваем миксером около 5 минут. Яичная масса должна быть очень пышной и иметь крепкую пену. Еще раз повторюсь, чтобы выпечка была изумительно воздушной и нежной, хорошо взбивайте яйца. По поводу соли. Соль кладите по желанию, но я в выпечку ее кладу всегда для балансировки вкуса. Посмотрите, какая воздушная и легкая яичная масса получается в итоге. Теперь небольшими порциями добавляем в тесто просеянную муку, каждый раз хорошо перемешивая миксером. Работаем на низких оборотах миксера, чтобы мука сильно не пылила в разные стороны. Тесто получается густое, оно и должно таким быть. И сейчас очень важный момент. В готовое тесто всыпаем столовую ложку сахара и хорошо его вмешиваем, за счет чего тесто будет более блестящим. Противень застилаем бумагой для выпечки и начинаем формировать печенье. Для этого в отдельную маленькую миску наливаем немного воды, смачиваем слегка руки водой, берем чуть больше столовой ложки теста и руками придаем тесту форму будущего печенья. Можно сделать в форме брусочков, а можно сделать просто круглое. Тесто очень хорошо лепится, с ним приятно работать, и оно по структуре напоминает очень мягкий пластилин. А еще я советую приготовить вам итальянский пирог 12 ложек. Он отличается своей легкостью и отменным вкусом. Для приготовления вам не потребуются весы, все измеряется ложками. Вот такие заготовки отправляем выпекаться в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут. Время выпечки напрямую будет зависеть от размера вашего печенья. Оно очень хорошо поднимается, получается безумно ароматным и вкусным. Даем печенью остыть, а затем перекладываем его на тарелку. Сахарное домашнее печенье готовится всего из 3 ингредиентов. Очень просто и достаточно быстро. Сверху получается хрустящим, а внутри мягким. Пробуйте приготовить сами. А текстовый вариант рецепта вы, как обычно, можете найти на моем канале Яндекс.Дзен. Ссылка в описании к видео. Желаю вам удачных выходных. Ну а если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».